Привет, друзья! Sveiki, draugi! Меня зовут Ольга. Вы на канале Ziemos Chronicles. Мы находимся в Риге на острове Затю-Сала или Заячьем острове. Отсюда открывается прекрасная панорама на старый город. Но приехали мы сюда не просто полюбоваться на панораму города, но и узнать о жизни человека, который внес огромный вклад в формирование того облика Риги, который мы знаем и любим. Янис Фридрих Бауманис – первый латышский архитектор, который получил академическое образование. Он построил в Риге более 150 зданий, среди которых здание Сейма, здание окружного суда, а также объекты, в которых происходили первые латвийские праздники и песни. Он не просто строил дома, он создавал городское пространство Риги, делая ее по-настоящему европейским городом. Как простому плотнику удалось стать главным архитектором губернии? Какие триумфы и испытания выпали на его долю? Приготовьтесь узнать, как его имя вошло в золотой фонд латвийской архитектуры. Ну, поехали! Именно здесь, на этом острове, в простой латышской семье потомственных плотогонов или сплавщиков леса 23 мая 1834 года появляется на свет Янис Фридрихс Бауманис. Его отец Якобс Даниэлс изначально носит фамилию Бувманис, но, стремясь к успеху в немецкой Риге, меняет ее на Бауманис. С малых лет Янис растет в окружении рассказов о плотах, якорях и трудовых подвигах. Все это закладывает в нем любовь к труду и умение преодолевать трудности. Отец Яниса уходит из жизни в возрасте 35 лет, оставляя мать Карлине, вдовой с 4 детьми. В этих сложных условиях семья учится держаться вместе. С ранних лет в доме царит строгий порядок. Детей приучают к труду, у каждого есть своя обязанность. Здесь говорят как на латышском, так и на немецком. А Янис, слушая рассказы старого соседа-инвалида во временах наполеоновских войн, осваивает и русский язык. Читать и писать его учит мать, дочь школьного учителя. С 11 лет Янис активно помогает семье, работает на сплаве бревен, заготовке сена, помогает строить плоты. Перед его глазами открывается величественная Рига с крутыми крышами, высокими церковными шпилями и мощными крепостными стенами. Он наблюдает, как город постепенно прирастает предместьями с деревянными домами, конюшнями, складами, улицами. Юношеские годы учат его упорству и трудолюбию, закладывают мечту изменить облик родного города и вдохновляют на будущие архитектурные свершения. Величественная церковь Иисуса, спроектированная архитектором Брайт Крейцем, тогда и сейчас это крупнейшее деревянное здание в стиле классицизма в Балтии, хорошо видна с острова Затю-Сала. Она поражает юного Бауманиса своей строгостью и торжественностью, и даже на какой-то миг вызывает желание стать пастором. Но судьба готовит ему иной путь. В 19 лет он устраивается учеником к плотнику Янису Стауденсу, где быстро осваивает ремесло. Бауманис трудится в Агенскалсе, участвует в строительстве биржи и здания большой гильдии. Ему по плечу любая задача. По легенде, во время ремонта башни собора Святого Петра он даже взбирается по внешним крюкам шпиля, словно акробат, и садится на спину петуха. Яркий эпизод, который подчеркивает его смелость и находчивость. Наступает 1856 год, и Рига охвачена экономическим бумом. Молодой Бауманис уже управляет крупными строительными проектами, а город буквально преображается на его глазах. Новые бульвары, улицы и здания возникают повсюду, вдохновляя его на поиски новых форм самовыражения. Янис работает в строительном бюро знаменитого архитектора Генриха Шелла, одного из самых влиятельных мастеров того времени. Бауманис выполняет обязанности помощника плотника и рисовальщика. Именно здесь,
Судьба сводит его с петербургским архитектором Людвигом Бонштедтом, который в тот момент возводит в Риге оперный театр. И эта встреча полностью изменит судьбу Яниса Бауманиса. Бонштедт видит в нем потенциал будущего архитектора и спонсирует учебу в Берлине и Петербурге. 1860-62 годы в Берлине превращаются в настоящий вихрь творчества. Янис посещает музеи, много рисует, участвует в конкурсах и заводит ценные знакомства с другими студентами-архитекторами. С 1862 по 1865 год Бауманис продолжает обучение в Императорской академии художеств в Петербурге. Каждое утро он усердно занимается в академии. Днем трудится у Людвига Бонштедта, а вечерами вместе со своим другом, сокурсником по академии архитектором Робертом Пфлугом работает над конкурсным проектом Дома Лифлянского дворянства, ныне здания Сейма. Усилия молодого Бауманиса приносят плоды. Они выигрывают первый приз в 1500 рублей, обойдя даже своего учителя, который получает второй приз. По окончанию учебы Янис Фридрих получает диплом архитектора с правом заниматься архитектурной практикой в губернской столице. Он возвращается в Ригу и сразу берется за дело. Первым знаковым проектом Бауманиса становится роскошный дом Лифлянского дворянства, тот, за который он получил приз на конкурсе. С 1863 по 1967 год Бауманис вместе с автором Робертом Пфлугом шаг за шагом воплощают этот грандиозный проект. Да-да, тем самым Пфлугом, который позже подарит Риге одно из ее знаковых зданий – Христорождественский кафедральный собор. В итоге на свет появляется величественное здание в стиле историзма, как творческая переработка форм флорентийского палаццо. Сейчас его иногда иронично называют шоколадным домиком по своеобразному ассоциативному сходству рустовки. Ренессансные мотивы используются в форме здания и в интерьерах главного зала, где проходят встречи и торжества Ландтага. Стиль Людовика XVI угадывается в желтом зале, а готический стиль в оформлении столовой. Через пару лет после завершения строительства на внешней стене в нише второго этажа устанавливают статую Вальтера фон Плеттенберга, магистра Ливонского ордена XVI века и очень важной персоны в ранней истории балтийских немцев. С 1900 по 1903 год здание значительно расширяет архитектор Вильгельм Нейман, а в 1921 году здание сильно пострадает от пожара, и к 1923 году для нужд Сейма Латвийской Республики его перестроит архитектор Лаубе. В 1922 году статую Плеттенберга демонтируют и заменят на скульптуру Лачплесиса, героя латышского эпоса, работы Рихарда Маурса, кстати, ученика знаменитого рижского скульптора Аугуста Фольца. Видео о нем есть у меня на канале. В 1950-х годах скульптуру Лачплесиса демонтируют, а в 2007 году установят ее копию, подаренную предпринимателем Евгением Гомбергом, которая находится на своем месте и по сей день. В советское время здесь находился Президиум Верховного Совета Латвийской ССР, а теперь располагается Сейм Латвийской Республики. Талантливого архитектора-латыша замечают отцы города, и 10 лет с 1870 по 1880 год он выполняет обязанности главного архитектора Лифлянской губернии. За это время по его проектам возводят около 30 храмов на Сааремаа и в эстонской части Видземе, а также государственные школы и небольшие здания на Затюсала, Засулауксе, Юрмале и Елгове. С 1879 по 1886 год Бауманис – член Рижской городской управы и самый влиятельный латыш города. Именно при нем реализуют застройку знаменитого кольца бульваров, спроектированного Иоганнесом Даниэлем Фельско. Бауманис не только поддерживает эту идею, но и творчески ее развивает. Он создает 67 зданий на новом бульварном кольце Риги.
Вот немецкий план времен Второй мировой, на котором черным выделены все его сооружения с указанием номеров домов. К сожалению, до наших дней сохранились не все здания. Всего за свою жизнь Бауманис спроектировал и построил 150 домов, из них 90 каменных и 60 деревянных. Янис Фридрих Бауманис – настоящий мастер эклектики, виртуозно сочетавший элементы неоренессанса и неоготики. Его работы отличаются деталировкой и сложными пластическими формами. Вот два ярких примера. В 1873 году на бульваре Наследника 9, сейчас это бульвар Райниса, который считается самым красивым во всей Риге, немецкий купец Якоб Хаммер финансирует строительство величественного особняка для своей дочери Натальи Эммы, недавно вышедшей замуж за сына богатого рижского торговца колониальными товарами Менцендорфа. Автором этого здания с богато декорированным фасадом в стиле французского неоренессанса является никто иной, как Янис Фридрих Бауманис. Кстати, скульптурный декор выполнен в мастерской знаменитого Августа Фольца. Сейчас здесь находится французское посольство. В 1874-78 годах по адресу Калпака 4 Бауманис строит особняк в стиле неоготики для Людвига Вильгельма Кирковиуса, крупного предпринимателя немецкого происхождения, на тот момент заместителя рижского градоначальника. Особняк выполнен, следуя асимметричной структурной схеме замков неоготического стиля. Фасады здания украшены богатым лепным декором в традициях английской готики. Говорят, именно на это здание на бульваре в 1910 году обратил особое внимание Николай II во время визита в Ригу. Уж очень элегантен. С 1879 года Рижское общество поощрения искусств арендует помещение в доме Кирковиуса и размещает там коллекцию классической живописи. На этом месте она остается до 1905 года, когда завершают строительство городского художественного музея. Сейчас в бывшем особняке располагается библиотека Латвийского университета. Архитектор Бауманис делает многое для создания комфортной городской среды. Например, решает проблему плотности городской застройки, проектируя многоэтажные дома в форме буквы «Т». Такая планировка позволяет максимально использовать пространство, создавая две симметричные квартиры на каждом этаже. Представительские комнаты располагаются со стороны улицы, а спальня, кухня и служебные помещения в глубине дома. Это помогает сохранять комфорт и хорошие санитарные условия. И если посмотреть на спутниковые снимки, то такая планировка угадывается в домах номер 5, 7 и 9 на улице Меркеля. Хотя их оригинальные палисадники уже исчезли, дух того времени остался. И, кстати, замечаете? Это три одинаковых проекта, отличаются они лишь небольшими деталями и цветом. Это доходные дома, построенные для одного хозяина. То есть типовая застройка существовала и в те годы. Чтобы разорвать однообразие плотной эклектичной застройки, Бауманис проектирует и полуоткрытые здания. Так, на Елизаветас 18 и 20 здания расположены с промежутком, где между ними устраивается сад, соединяющий двор с улицей, создавая ощущение простора. На бульваре Райниса, слева от Ломоносовской гимназии, которую он построил в 1869 году, 5 годами позже строит дом 27. Этот доходный дом был его собственностью. А в 1884 году справа возводит дом 31, тем самым завершая ансамбль, который за счет свободного пространства акцентирует внимание на здании гимназии. Сейчас мы видим уже перестроенное в 1938 году здание. Бауманис не просто строит дома, он продумывает городскую инфраструктуру, которая делает Ригу удобной и красивой. По его инициативе водопровод и канализацию прокладывают под главными улицами, а дороги покрывают тесаной брусчаткой вместо грубого камня. Эти решения не просто улучшают жизнь горожан, но и определяют образ Риги на десятилетия вперед.
Одно из самых впечатляющих творений Яниса Бауманиса – здание Рижского окружного суда. Первый проект архитектор представил в 1887 году. Фасады с четким ритмом, барочные купола, строгая, но величественная композиция. Однако окончательный вариант, реализованный в 1889 году, претерпел доработки. Главное достижение Бауманиса – он настоял на строительстве куполов, гармонирующих с недавно возведенным его другом Флугом православным собором. Но самое любопытное, если взглянуть на здание с высоты, его план напоминает императорскую корону. Не верите? Вот спутниковый снимок. Бауманис проявил настоящую изобретательность при проектировании Рижского цирка Соломонского, построенного в 1888 году. Его купол не просто архитектурное решение, а инженерный шедевр. Каркас сделан из обычных железнодорожных рельсов. 3 соединенных рельса образуют прочную конструкцию, которая удерживает 16 колонн. Такой купол выдерживает внушительные нагрузки, позволяя без риска подвешивать оборудование для воздушных акробатов. Гениальное сочетание функциональности и творчества. Кстати, а вы знали, что московский цирк на Цветном бульваре тоже был цирком Соломонского? Что касается других значимых зданий, то их список впечатляет. Деревянное здание стрелкового клуба на месте нынешнего фонтана на Крещене Вальдемара, недалеко от Дома конгрессов. Оно было снесено в 1981 году. Здание товарищества ремесленников, разрушено во время Второй мировой войны, находилось на углу улиц Вальню и Аудею. Здание Рижского латышского общества на улице Меркеля, 13. Было уничтожено пожаром в 1908 году. Это было сравнительно простое трехэтажное кирпичное здание со входом в конце правого крыла. На первом этаже располагался небольшой вестибюль, ресторан и несколько вспомогательных помещений, а на втором этаже большой зрительный зал на 1200 мест. О внешнем виде дома можно судить только по чертежу фасада проекта и некоторым старым фотографиям. На одной из них изображено шествие первого всеобщего латышского праздника песни, который начался у этого дома 26 июня 1873 года. Александровская гимназия на улице Кришиня-Барыня, 1. Здание в стиле неоклассицизма. Это одна из старейших и самая крупная русская гимназия в Риге, действовавшая до 1915 года. Принимала на обучение детей разных национальностей и обеспечивала их обучение латышскому языку. В настоящее время в здании размещается Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витала. Государственный банк на улице Пилс, 12. Сейчас это отель. Церковь во имя всех святых на улице Кателю, 10 – одна из самых ярких работ зодчего в культовой архитектуре. Построенная в 1882-84 годах, она сочетает элементы романского стиля и эклектики, что редко встречается в православных храмах. Несмотря на это, Бауманис строго следует канонам. Крестово-купольная структура, продуманное естественное освещение, великолепная акустика. Каждая деталь, от круглого окна розы до формы купола и колокольни, отражает его умение соединять традиции с творческим подходом. Внутри снимать не разрешено, поэтому рекомендую посетить церковь самостоятельно и почувствовать необычайно светлую и легкую атмосферу этой церкви, а также увидеть подлинный интерьер второй половины XIX века. Внутреннее пространство просторно и величественно, но не подавляет, а вызывает чувство уюта. Потрясающий храм. Благодаря невероятному трудолюбию и несомненному таланту Янис Фридрих Бауманис становится одним из самых состоятельных домовладельцев Риги. Его семья живет в старом городе, в просторной 12-комнатной квартире на теперешней улице Вагнера. Мы по ней сейчас идем. Но в каком именно доме он жил, я найти не смогла. Может быть, в этом? Кроме того, он владеет доходными домами на Бривибас, 19 и Раниса, 27, а летом выезжает на взморье в роскошную виллу в Юрмале на проспекте Дзинтару.
Бауманис оставил след не только в архитектуре. В его квартире в 1868 году составляют первый протокол Рижского латышского общества. И сам он активно поддерживает движение младо-латышей, тех, кто закладывает основу будущей латышской интеллигенции. С 1872 по 1975 год он даже возглавляет латышское общество. Получается, что Бауманис менял не только улицы и здания, но и саму культурную атмосферу города. С именем Бауманиса связано еще одно важное событие – праздник песни. В наши дни все латвийские праздники песни и танца проводят в одном месте, специально построенном для этих целей большой эстраде в Межапарке в Риге. Вот ее фото. А для самых первых праздников сооружались временные концертные площадки. Именно Янис Бауманис – вдохновитель и главный исполнитель этой идеи. Он виртуозно работает с деревом, создавая огромные, но быстро возводимые сборно-разборные конструкции. Первый праздник песни проходит в Кейсардарзе, нынешнем Вестурдарзе, где архитектор строит открытую сцену с крышей и зрительным залом на 11 тысяч мест, со скамейками и специальным освещением. На сцене размещается 1000 певцов. Второй праздник уже проводят в закрытом помещении в форме базилики на углу улиц Николаевской, ныне Кришиня Валдемара, и Екоба. Это огромное здание вмещает 2000 хористов и 15 тысяч зрителей. Причем сам Бауманис берет на себя всю организацию и строительство совершенно безвозмездно. Еще одна заслуга зодчего – он создает крытую конструкцию с продуманной акустикой для масштабных музыкальных выступлений, тем самым заложив основу для будущих концертных площадок в Латвии. Микрофонов-то в те времена не было. Грандиозным становится и третий праздник на эспланаде, на месте, где сейчас стоит Академия художеств. Бауманис возводит гигантское деревянное здание размером с 6-этажный дом. В нем помещается около 20 тысяч человек, а сцена вмещает 3000 певцов. Бауманис был не просто архитектором, он еще и великолепно поет. Он участвует в первых латышских праздниках песни, открывает их своими речами, руководит хором Рижского латышского общества и всегда поддерживает молодые таланты. С 1879 по 1886 год Янис Бауманис – член и советник Рижской городской управы. Он смело выступает против чиновников, ставящих личные интересы выше общественных. Об этом он пишет в своем открытом письме Рижской думе, где он указывает на большие и бесцельные траты, беспечность и отсутствие контроля в вопросах строительства. Но, как это часто бывает, одного таланта мало, чтобы избежать финансовых бед. Экономический кризис конца 80-х и постоянная борьба с недоброжелателями переворачивают его жизнь. Он теряет имущество, остается без дома. А его великолепная вилла в Юрмале, построенная для семьи, сгорает дотла, оставляя после себя лишь пепел. Он становится управляющим зданием Рижского окружного суда, которое сам же спроектировал, и переезжает с женой в скромную квартиру в подвале. Несмотря на потерю поддержки со стороны рижской аристократии, он сохраняет близость к простым людям. Так, на его серебряной свадьбе в 1889 году, где было совсем немного гостей, его сын Эдгар вспоминал, как отец радовался, что хор латвийского общества исполнил в его честь несколько песен. Янис Фридрих Бауманис уходит из жизни из-за рака желудка в возрасте 57 лет 19 марта 1891 года. И знаете, что удивительно? Родственники планировали тихие похороны в часовне на кладбище Екоба, но под давлением общественности все прошло совсем иначе. Публика настояла, чтобы прощание состоялось не в часовне, а в доме Рижского латышского общества. Прощание превратилось в настоящий день национального траура, когда десятки тысяч людей пришли проститься с выдающимся архитектором, изменившим облик Риги и вдохновившим целое поколение. Похоронен он на Алые-Капе или Большом кладбище. Памятника на его могиле нет, просто могильная плита с именами его и сыновей Артурса, художника,
и Эдгарса, директора школы. Недавно тут установили памятную табличку на 4 языках. Бауманис был гениальным архитектором, но, как оказалось, не самым удачливым финансистом. Тем не менее, его общественный вклад оказался колоссальным. Он стал первым латышом, доказавшим, что профессия архитектора не только удел иностранцев, но и путь, открытый для латышей. В 2006 году на английском языке вышла в свет книга «100 великих латышей» или латвийцев, и там есть разворот, посвященный герою этого ролика. А в самой Риге память о нем увековечена довольно скромно. Лишь в 1990 году его именем назвали небольшой сквер у здания суда. Правда, знают об этом разве что архитекторы, гиды да краеведы. И все же, не правда ли, Янис Фридрих Бауманис заслуживает большего? В этом сквере мог бы стоять памятник человеку, который так много сделал для Риги и латышской культуры. Я не нашла в городе даже памятных табличек в его честь. Более того, его иногда путают с Карлисом Бауманисом, автором латвийского гимна. Один раз я видела такую ошибку на карте. Вот такая история, друзья. История человека, который не просто строил здания, он закладывал фундамент для будущего. Его проекты и идеи продолжают жить в облике города и в сердцах благодарных горожан. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Буду очень благодарна за комментарии. До встречи в следующем ролике.